Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео мы с вами приготовим вот такие оригинальные брускетты к Пасхе. Такая милая закуска обязательно украсит ваш стол и разнообразит необычным сочетанием вкусов. Пасха у нас всегда ассоциируется с зайчатами и цыплятами, поэтому я решила попробовать украсить так и брускетты. И получилось очень даже симпатично. Для брускет я сегодня буду использовать вот такой тостовый хлеб. А теперь формочкой для печенья вырежу кружочки. Но сразу скажу, что брускетты лучше готовить из багета. А теперь эти кружочки поджарю на сковороде. Я добавлю немного оливкового масла, но вы можете их поджарить и без масла. Поджариваю я их с двух сторон. Пусть они пока остывают, а мы на мелкой терке натрем 2 вареных яйца. И сразу натру кусочек любого твердого сыра. Натерли, а теперь присаливаю. Добавляю черного молотого перца и 2 ложки майонеза. И хорошенько все перемешиваю. Сегодня брускетты мы приготовим с 2 разными начинками. Для второй начинки я беру плавленые сырки. Я их немного подморозила и также натираю на терке. И еще туда же натираю кусочек любого твердого сыра. Присаливаю. Добавляю черного молотого перца. Снова добавляю майонез. И хорошенько все перемешиваю. Такие начинки вы можете использовать и для фаршированных яиц. И вот такие 2 аппетитные начинки у нас получились. А теперь беру зубчик чеснока и натираю брускетты. Это если, конечно, вы любите чеснок. А теперь беру пару вареных яиц и отделяю желтки от белков. И натираю на мелкой терке отдельно белки от желтков. Натерли, а теперь приступим к приготовлению брускет. Первые 3 брускеты намазываю начинкой с яйцом. Теперь беру уже нарезанный сыр и из него вырежу ушки для зайчат. Только не берите плавленые сырки. Я нарезаю от руки произвольно. Чтобы получилось одинаково, я уже следующий кусочек копирую по первому. Сыр у меня нарезан тонко, и чтобы ушки лучше держали форму, я соединяла по 2 кусочка вместе. Теперь немного вдавливая, выкладываю на начинку, чтобы они немного выступали. И теперь сверху покрываю яичным белком, покрывая всю начинку снизу. Теперь из маслин нарезаю вот такие полукольца, это будут глазки. Теперь также из маслин нарезаю вот такой маленький треугольничек, это будет носик. И также из кругляшка маслины я нарезаю полукольца, это будут ротики. И вот такие симпатичные зайчата у нас получились. Выкладываем на сервировочный поднос и приступаем к следующим. Следующие 3 брускетты я намазываю сырной начинкой.
Теперь беру тонко нарезанную дыню и маленькую форму для печенья в виде сердечка. И теперь из дыни вырезаю сердечки. И теперь эти сердечки выкладываю по кругу сверху нашей намазки. Выкладывая по кругу один возле другого, получается красивый цветочек. Смотрите, как красиво получилось. Вы можете уже и так оставить. А я еще вырежу из сыра вот такие цветочки, используя также маленькую формочку для печенья. И теперь выкладываю их сверху. Мне кажется, цветочек так получается богаче. И вот такая красивая закуска у нас получилась. Выкладываем на сервировочный поднос и приступаем к следующим. Следующие 3 брускетта я также намажу сырной начинкой. Теперь беру киви и нарезаю кругляшками. Киви берите обязательно спелые. И также вырезаю сердечки. И теперь также выкладываем сверху один возле другого. Видите, как красиво получается? Также можете уже оставить и так. Ну а я добавлю опять цветочек из сыра. Выкладываем на сервировочный поднос и приступаем к следующим. Следующие 3 брускетта я намажу начинкой с яйцом. И сверху посыплю тертым желтком. Теперь вырезаю вот такие кругляшки из черных маслин, это будут глазки. А теперь нарезаю маленькие треугольнички из моркови, это будут клювики. Можете их нарезать и немного потолще. Теперь из моркови нарезаю кругляшки. Нарезаю пополам. И теперь вырезаю с краю маленькие треугольнички. Это будет гребешок для наших цыплят. И вот такие милые брускетты у нас получились. Выкладываем на сервировочный поднос и подаем нашим гостям. И вот такую симпатичную закуску к пасхальному столу сегодня мы с вами приготовили. Разве это не оригинально? Как минимум, такая закуска вызовет улыбку ваших гостей, ну а детишкам подымет настроение. С удовольствием поделилась с вами этой идеей. Ну а вам спасибо, что заглянули ко мне в гости. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем видео. До скорой встречи!